Все, мы поговорили. Теперь давайте пойдем посмотрим на труп. Какая красотка. Привет, привет, с вами Элисон, Дакота. Это игра Шерлок Холмс. Это Ватсон, я так понимаю. А это стоит Шерлок Холмс. Холмс. Так, нам нужно укрыться. Холмс, прекратите. Ты сумасшедший. Так, мы забрались за спину Холмса. Прекратите, Холмс. Это вы, Ватсон? Да, конечно, я. И вы меня чуть не убили. Чепуха, я целился в вас. С завязанными глазами? Вы... Ватсон, помолчите, пожалуйста, я пытаюсь сосредоточиться. Уверенные шаги, звяканье наручников, полицейский. 9-я ступенька не скрипнула. Инспектор. Lestrade. What is it this time? Lestrade. He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Итак, значит, убили какого-то моряка. Так, не нужно этап. Итак, наше задание: раскройте убийство Питера Керри, изучите место преступления в Woodman's Lee, выберите из своего гардероба подходящий костюм и присоединяйтесь к Лестрейду в Woodman's Lee. Итак, вот у нас есть карта. Бейкер-стрит — это, я так понимаю, место, где мы сейчас, и Woodman's Lee — это место убийства. Дальше вот какие-то сведения о жертве у нас есть. В принципе, здесь написано то, что рассказывал тот инспектор, или как его там, так. Питер Керри, также известен как Черный Питер, родился в 1845 году, 50 лет, добился выдающихся успехов в охоте на китов в Скандинавии, вышел на пенсию в 1884 году и осел в Woodman's Lee. Окей, что у нас есть еще? Есть какие-то документы, есть диалоги. Здесь можно просмотреть весь диалог. Вот. Ладно, пойдемте переоденемся, да? Так, ну, короче, здесь, я думаю, нечего смотреть. My analysis table. It is useful for my work. Да, лабораторный стол.
My archive. I can always consult with it, if needed. Разные энциклопедии. Так, давайте зайдем сюда. Вот наш шкаф. Давайте его переоденем. У нас есть халат. У нас есть одежда моряка. У нас есть одежда нараспашку. Повседневный. Кстати, вы заметили, вот здесь стоит вот такой вот замочек. То есть, если я захочу одеть нараспашку, да, вот нажму Escape. Выбранные вами элементы грима или костюма сейчас недоступны. Так что вот есть повседневный, есть черный костюм, коричневый, зеленый, серый, светлый, бандит, фермер. Опять-таки халат. Я выберу зеленый, пускай будет зеленый. У нас есть также разный грим. Здесь есть разные прически, но когда мы их выбираем, видите, здесь тоже замочек, то есть мы не можем их использовать. Но здесь вот разные такие прически у него, очки, усы, борода, неважно. Пускай будет костюм себе. Принять. Так что он будет такой, какой он был, да? Нет усов. Отлично. Давайте выйдем. Так медленно ходит. О. Oh, what a mess! What a terrible mess! О, какой беспорядок. Так, у нас есть еще один кабинет. Здесь ничего интересного нет, здесь ничего не можно нажать. Дверь в комнату. А, это комната Ватсона. Все, я поняла. Здесь есть выход, если... Стоп. Назад. А, здесь я ничего не могу. Вот, давайте отправимся в Вудмансли. У нас идет загрузка. И показывают, как Холмс едет в карете. Так что подождем. Вот. Так. Опять-таки загрузка. Загрузка после загрузки. Вот мы прибыли на место убийства. Мистер Холмс, есть сюда. Окей. Так, давайте просмотрим, что у нас здесь есть. Нам подсказывает, что можно нажать букву Т. Если нажать букву Т, мы видим здесь какие-то следы. Ну, давай, вот. Он заметил следы. Эти следы кажутся довольно большими. Отлично, просто класс. Сад выглядит довольно ухоженным. Здесь он то же самое говорит. Туда мы зайти не можем пока что. Так что давайте пойдем сюда, к этим чувакам. Нужно допросить жену умершего. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Что-нибудь необычное этой ночью? Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Вечер перед убийством. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually, whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Когда нашли тело? Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock. I noticed the cabin door was open,
but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... Oh dear. Были ли у него гости? Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. Есть ли садовник? The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Нужно осмотреть. Теперь все станет проще. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Откуда вы знали об этом? You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. Все, мы поговорили. Теперь давайте пойдем посмотрим на труп. Или к этому. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. The door is locked. Дверь заперта. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Давайте посмотрим. Ну, дверной замок. Давай. These scratches are fresh. Это свежие царапины. Да ты что? You're right. Someone tried to force open the door. Кто-то пытался I открыть swear дверь. these scratches were not here yesterday. Now, a mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Понятно. Все, заходим. What a terrible way to die. Какая ужасная смерть. Давайте заглянем в сундук сначала. Здесь есть сапоги, Peter Carey's которые... boots. They look to be a 41 size размер. 8. Так. Old navigation instruments, nothing interesting. Все. Harpoons for Гарпуны hunting для охоты на whales. китов. The ship's logs of the Судовые Sea журналы. Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Вот у нас есть полка. Здесь что-то стояло. Вот, подозрительно пустое место. След в пыли. This place is not covered with На этом dust, участке like the rest of пыли the shelf. меньше, An чем object на was taken остальном. from here. It was larger than a book, a box or a small Кто-то что-то унес chest, отсюда. perhaps.
понятно. Так. Давайте посмотрим, что здесь еще есть. Здесь есть зуб кашалота. Of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Угу. Дальше карта. Hammerfest. Dundee. It's a whaling map. Карта китобоя. Понятно. Так, посмотрим, что здесь. Лужа крови. Блокнот. Угу. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Ее уронили после. Ну и... This wooden handle is Это деревянная plain ручка, and гладкая и solid. твердая. This blood is from the pool Это кровь из underneath the лужи, dead body. натекшая. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Хорошо. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Все? Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Может и так. Ну все. Все, осмотрели мы. Ну, у нас добавилось здесь вот обувь, разные штуки. Спросить, на полке Керри остался след от пыли, как будто что-то с нее недавно взяли, возможно, коробку или небольшую шкатулку. Также у нас есть описание Питера Керри и добавилась Джудит Керри, его жены. Хорошо. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Здесь на столе. Rum. A sailor's. Someone drank from this glass recently. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Ну, это все хорошо, конечно. Не знаю, что с этим делать. Я пыталась собрать это еще в прошлый раз, но мне не особо получилось это сделать. Я тогда перевернула его вот так вот. И вот если его как-то покрутить... то что-то, конечно, получается в итоге. Ваш прогресс не будет сохранен. Но как его сложить вот в это, я не знаю.
Потому что вот если вверх ногами, да? Вот так вот вверх тормашками складывать, то получается какая-то картина. Вот. Что-то вот такое выходит. Так что я нажму пропустить. Вы действительно хотите пропустить? Ну, в смысле пропустить? Ну я же склала. Или это как-то не так должно быть? Вот этой стороной я не могу его сложить. Я так понимаю, это должен быть корабль какой-то. Вот как-то так вот, может быть, даже. А, вот, я сложила. Quite strong and very табак, popular весьма among крепкий и sailors. популярный у моряков. Все, у меня получилось сложить. Отлично. Так, мы уже, по-моему, все осмотрели. Я думаю, здесь больше нечего смотреть. Давайте пойдемте и спросим... Что? А, пойдемте спросим у жены, что за коробка там могла стоять. Мы так медленно идем, капец. Курил ли Питер? Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Он не курил уже очень давно. Личные бумаги Питера. Your husband's private papers. Do you know where they are? Вам известно, There was где a они? small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Короче, в хижине Thank you, была madam. какая-то коробочка с документами. Но сейчас я здесь нет. Давайте посмотрим, что от нас хотят. Вот задание. Раскройте убийство и изучите место преступления. Мы место преступления изучили. Давайте подойдем вот к этому чуваку. Have you finished inspecting the crime scene? Вы закончили? Have you finished inspecting the crime scene? Ну, в смысле? А, да, я хотела вот здесь посмотреть. Ну, как опустить-то? А, вот. These boots don't match the footprints. Это не эти, да, ботинки. Отлично. Насчет ботинок мы узнали. Have you finished inspecting the crime scene? Ладно, что нам нужно еще сделать? А, я не открыла эту штуку, да? Или нельзя? The pattern of the blood. Ну, с этим мы-то разобрались, конечно. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. А, вот, теперь можно открыть, конечно. These abbreviations mean something, but what? Отлично, все. Вот теперь мы, наверное, уже можем подойти к нему. Have you finished inspecting the crime scene? Ага, понятно. Место мы изучили. Что нам нужно еще? Раскройте убийство. Have you finished inspecting the crime scene? А, вот оно. Нам нужно сложить ассоциации. Так, я думаю, что попытка взлома связана с записной книжкой.
Нужно устроить засаду сегодня и посмотреть, не повторится ли попытка взлома. Хорошо. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Тот, кто пытался взломать замок, должен вернуться, наверное. I think that we are lucky. And why is that? Because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Короче, мы будем теперь ждать в засаде. Организовать засаду нужно. Пойдемте вот сюда, к окну. This looks like the perfect hiding place. Отлично, все. Идет загрузка, и будем ждать, чтобы кого-нибудь поймать. Продолжить. Вот уже ночь. Сейчас кто-то придет, и мы его поймаем. Шерлок Холмс и второй инспектор заглядывают в окошечко. Кто-то пришел. Shh. Did you hear that? Он взламывает замок. Видимо, он пришел за своей записной книжкой. There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. Так. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't! I'm not... It's a terrible mistake! Enough! You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Короче, поймали мальчишку. Нового задания у нас пока нет. А нет, уже есть. Допросите подозреваемого в Скотланд-Ярде Джона Хопли Неллигана. Осмотрите вещи Джона Хопли Неллигана в комнате для улик в Скотланд-Ярде. Отлично. Давайте осмотрим вещи. These are the suspect's belongings. Я вижу, что это. The notebook that we found on Peter Carey's cabin. These abbreviations mean something. Кольцо. From R. Dawson. To my friend and partner, 1883. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Так, это есть. Ой,
Это есть. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. A handkerchief with the initials JHN. С инициалами. Все, мы осмотрели все. Это задание мы выполнили, так что теперь пойдемте допрашивать этого мальчишку. Опять загрузка. Так, давайте спросим за записную книжку. Does this notebook belong to you? Это ваша записная книжка? Yes. But да, но где вы where did you find it? Я не знаю. I did Я not думала, know. что потеряла ее в I отеле. thought I'd lost it at the hotel. What do these Что abbreviations mean? означают эти аббревиатуры? Oh, no, О, I нет, beg я you, I умоляю can't. вас, я If не I могу. told you, it would only Если я make things скажу, всё worse. станет еще хуже. But I will find out eventually, Mr. Но я Nelligan. все равно знаю, мистер Неллиган. Морской нож. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. А теперь давайте за кольцо спросим. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Гравировка на The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Давайте осмотрим его. Так. Потертая кепка. Заплатка. Дорогая ткань. Искусно сделанные пуговицы. Короткие рукава. Мозоли. Шрамы. Что здесь было? Тонкая шея. Владелец кольца. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Пиджак отца. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Well, I will see you soon, young man. Please, let me go! I'm innocent! У нас есть новое задание. Джон Неллиган не похож на обычного воришку. Какова его роль в этом? У нас есть Скотланд-Ярд, да. Кольцо. Искать в архиве нужную информацию. И новый портрет об этом мальчишке. Так что давайте отправимся на Бейкер-стрит и посмотрим в нашем архиве информацию. Еще есть дедуктивный анализ улик. Итак, попытка взлома, записная книжка Неллигана, пропавшая коробка, нет садовника, скорость реакции, привет к стене, Питер Кэрри не курил. Так. Пропавшая коробка и запасная книжка. Ага, не связано. А вот так нет. Что за скорость реакции, привет к стене, нет садовника. Ага, понятно. К этому нет у нас никакой.
Пропавшая коробка. Тоже нет. Попытка взлома. Записная книжка. Возвращение записной книжки. Взломщик пытался проникнуть, чтобы забрать записную книжку, оброненную им в лужу натекшей крови жертвы. Это доказывает вину человека, предпринимавшего эту попытку. Так. Отлично. Мы уже приехали домой. Вот. Нам нужно найти информацию про гравировку на кольце. Да? Исследование газеты. Железная дорога. Дело о банкротстве. Банкротство Даусона и Неллигана. Вот оно. Итак. Банкротство инвестиционного фонда Даусона и Неллигана. Неллиган бежал. Инвестиционный фонд Даусона и Неллигана, региональный банк Корнуэлла, объявил о банкротстве в результате серьезных потерь по кредитному портфелю и готовится к ликвидации. Это был 23-й по величине банк в Англии, а его банкротство второе по масштабам в истории. Закрытие банка стало катастрофой для многих корнуэльских семей. Джошуа Неллиган, один из владельцев, вскоре таинственно исчез. В последний раз его видели на яхте, готовящейся к отправке в Норвегию. Неллиган разыскивается полицией и кредиторами. Here it is. Это оно, да. Now I begin to understand Теперь that я young понимаю man's историю этого story, молодого but I am still человека. unclear as Но to все what же connects не him with the ясно, что murder. связывает его с It is time убийством. to ask Нужно him. спросить. То есть нужно спросить его насчет этого, да? Так. Опять скорость реакции, попытки взлома, нет садовника, пропавшая коробка, Питер Керри не курил. Так. Скорость реакции, попытки взлома, нет. Нужно установить, мог ли нетренированный и неумелый человек кинуть гарпун так, чтобы убить им другого человека, проткнувший его насквозь. Итак, Ватсон будет счастлив помочь с приготовлением к эксперименту с гарпуном. Давайте подойдем, поговорим с Ватсоном. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before, on the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Отлично, давайте сходим за гарпуном в Вудмансли. Так, нам нужно взять со стойки один из гарпунов и отправиться в мясную лавку, где мы попытаемся провести эксперимент. That should do it.
Now I am ready for the experiment. Отлично. Теперь давайте отправимся в мясную лавку. Трость появилась. А, это не трость, это гарпун, наверное. Отлично, давайте подойдем к Ватсону. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise, yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Я не могу нацелиться. Эй! Это что такое? А вот. С первого раза проткнул. Молодец. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Ладно. Так, дальше мы отправимся в Скотланд-Ярд и поговорим там с мальчиком. Давайте проведем еще. Так. Привет к стене. Ага. Где здесь? Привет к стене и требовались усилия. Удачный бросок. Маловероятно, что нетренированный и неумелый человек мог умудриться пригвоздить Питера Керри гарпуном к стене. Невероятная сила. Нужно быть очень сильным, чтобы проткнуть человека гарпуном насквозь. Для этого понадобится и мастерство. Двое вместе добились бы такого же результата. В смысле, двое вместе, что? Ладно. Идем к мальчику и спросим у него. Ой, я шла в стену, ладно. Dawson and Nelligan. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes. Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Нам нужно проверить судовой журнал. Так. Судовой журнал у нас был в Вудмансли. Так. Новых ассоциаций у нас пока не появилось, да? Дедуктивный анализ.
дедуктивный анализ улик. Так что давайте пойдем заглянем в судовой журнал. Здесь, кстати, я забыла обратить внимание в прошлый раз, но вот убрали этого чувака. Вот здесь у нас судовой журнал. 1883. That's the one I need. This is the crew list of the Sea Unicorn. Log notes for July. Log notes for August. Canadian Pacific Railway, CPR, a torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Что нам предлагают? Уиггинс может помочь с поисками экипажа морского единорога. Он где-то на Бейкер-стрит. Бейкер-стрит у нас... Вот здесь. Ладно, давайте будем заканчивать это видео, потому что оно и так уже слишком длинное. Так, сейчас мы вернемся домой на Бейкер-стрит. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Ну вот. Пока на этом все, так что... Так, ну, что-то я упустила. Так, последнее. Что у нас было последнее? Всегда есть солдата, шпионящий за нашим окном. Его надо лишь позвать. Понятно. Кстати, если посмотреть в телескоп, смотрите, что здесь. Какая красотка. Еще есть собака. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Ну вот, пока на этом все. В следующей серии мы позовем этого Уиггинса. А пока что давайте заканчивать серию. С вами была Элисон, Дакота. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки этому видео, оставляйте свои комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока!